Я отказываюсь оценивать игры объективно. Ведь когда я запускаю новый неизведанный продукт, то есть только я и он, и между нами никого. А значит, я оцениваю только те эмоции, которые получают нового тайтла, и имею полное право оценить субъективно, что мне понравилось, что вгнало в тоску, а что взбесило. А еще у меня в руках микрофон, и я могу поделиться мнением с вами. Сухим мнением. Привет, выжившие! Если вы здесь впервые, давайте сразу проясним, куда вы попали и что мы вообще тут делаем. Я фанат survival horror, или сокращенно SH. И вообще, этот жанр считают дико недооцененным. Да, резики, тихие холмы знают все. А что еще? Вот за этим еще я сюда и пришел. Копаться в малоизвестных сушках и вытаскивать из-под завалов то, что реально заслуживает внимания. Survival horror — это жанр, который либо дает тебе цепкий злой геймплей и выживание, и либо вгрызается в голову атмосферой, историей и тревогой. И среди малоизвестных представителей жанра годноты на самом-то деле хватает. А сами игры жанра survival horror я любя называю сушками. Привыкайте, это слово будет звучать часто. Но и оценивать игры, очевидно, тоже будут по шкале от хрустящего хлеба. Чтобы мы с вами окончательно говорили на одном языке, давайте определимся, что же такое настоящая сушка и по каким правилам работает жанр. Первое. Ограниченные ресурсы. Патроны, аптечки, батарейки, ты всегда должен чувствовать себя нищим. Если игра щедро сыпет лут, как из пиньяты, это шутер, а не хоррор. Второе. Уязвимость. Ты не Думгай и не Терминатор. Главный герой должен быть обычным человеком, которому физически тяжело и страшно выживать. Третье. Головоломки. Настоящая сушка заставляет напрягать извилины. Поиск ключей, шифры, комбинирование предметов. Мозг должен работать так же активно, как и рефлексы. Четвертое. Изоляция и атмосфера. Давящее чувство тотального одиночества и паранойи. Тебе должно быть неуютно просто находиться в этих локациях. Пятое. Нелинейный левел-дизайн и бэктрекинг. Никаких прямых кишок. Закрытые двери, шорткаты, возвращение в старые локации с новыми ключами. Ты должен буквально выучить карту наизусть. Шестое. Беги, сука, беги! Бегство важнее боя. Драться должно быть невыгодно, тяжело и смертельно опасно. Если проще обойти монстра, значит жанр работает правильно. Высокая цена ошибки. Если смерть отбрасывает тебя на 10 секунд назад к чекпоинту, страх исчезает. Игра должна пугать потерей прогресса. В целом, мое творчество на DTF, как и на YouTube, держится где-то рядом с этими правилами. Но правила существуют, чтобы их нарушать. Я не журналист и не претендую на истину в последней инстанции. Я просто рядовой геймер и дотошный фанат жанра. Поэтому в своих оценках я буду как склоняться к этим правилам, так и где-то слать их кира. Что-то игре я буду прощать за крутой сюжет или густую атмосферу, а что-то нещадно ругать. У нас тут диктатура личного вкуса, приправленная любовью к олдскулу. Так что наливайте чай, берите свои сушки и давайте препарировать нашего сегодняшнего гостя. Сегодня мы хрустим произведением под названием Carnival Massacre. Ну или по-нашенски Carnival Massacre. И перед нами очень неоднозначная ситуация. С одной стороны, old school style, статическая камера из-за угла, низкополигональная графика. Ну, такой чистейший оммаж Resident Evil. Казалось бы, этим можно брать и обмазываться. Из своих прошлых текстовых разборов на DTF я хвалил прошлые проекты за дань уважения классическим сушкам. Кстати, заходи почитать и подписывайся на блог, если пользователь портала. Но я испытал очень противоречивые эмоции. Как фанат подобного геймплея, я должен был быть в восторге, включай и гаммой. Но забегая вперед, я еле удержался от дропа и дошел до финала. Давайте пока откатимся и поговорим о разработке. Разработчиком игры является Норберт Баранни, который выпускает свои проекты под псевдонимом Bedtime Stories.
До этого он в основном создавал небольшие экспериментальные игры для платформы itch.io в рамках различных геймджемов. Carnival Massacre стала его дебютным коммерческим релизом в Steam и крупным шагом вперед по сравнению с прошлыми проектами. Разработка заняла около 3 лет. Хотя игра создавалась преимущественно усилиями одного человека, в процессе были наняты 3 актера озвучивания. Привлекалась помощь с музыкой, а также использовались некоторые готовые ассеты. Саундтрек Норберт писал в программе Ableton. Важную роль в истории создания сыграла демоверсия игры, выпущенная в 2024 году. Обратная связь от сообщества позволила разработчику значительно улучшить финальный релиз. Был улучшен темп, пересмотрен баланс ресурсов. Я даже представить не могу, что тогда было раньше. И выведены новые механики. Вместо избытка патронов игрокам выдавали фотоаппарат, с помощью которого можно ослеплять и оглушать врагов. Эта идея, вероятно, была вдохновлена Heartworm. Кстати, она в бэклоге на разбор. Подпишись, чтобы не пропустить. Игра получила очень теплый прием. В Steam игра очень положительная. Журналисты и игроки сочли ее отличным приключением и идеальным вариантом для знакомства с жанром классического хоррора на выживание. Хвалят за великолепное воссоздание эстетики PS1 вкупе с атмосферной музыкой и честной ценой, почти в 5 евро. А также особой похвалы удостоился внутриигровой блокнот, который позволяет делать пометки и разгадывать пароли прямо на экране, избавляя от необходимости записывать все на реальной бумаге. Кажется, наша тема. Запускаем. Да нехера тут рассказывать. Многие ролики на OnlyFans содержат больше сюжета, чем герой сегодняшнего разбора. Но давайте я все же попробую. История берет начало за кадром. Существовал в городе Норт-Пэй некогда популярный семейный парк аттракционов Pebbles Wonderland. Рулил всем этим делом некий Уоллес Риф. В какой-то момент у деда откровенно свистнула фляга, он начал массово увольнять живой персонал, от кассиров до уборщиков. Как жаловался один из техников, Уоллес заявил, что в услугах людей парк больше не нуждается, пояснив это тем, что заменяет их на жутких автоматонов, работу которых наш повседневный разум не может постичь. Однако на деле купил подписку на битвы экстрасенсов и с братьями Шепс занялся оккультными ритуалами. Естественно, добром это не кончилось. В парке начали бесследно исчезать посетители и бывшие сотрудники. Когда запахло жареным и власти начали задавать вопросы, Уоллес показал им свои таланты иллюзиониста и растворился. Сама игра стартует в наши дни. Родители главной героини, девочки-подростка Харли, кажется, она еще не встретила Джокера. Вы поняли. Цирк, Харли, типа Квин, похер. Возвращается из поездки в этот самый заброшенный Pebbles Wonderland без ее младшей сестры Хлои. Хули они там делали, вопрос? Да ладно. Они ее просто потеряли. Харли грызет жесточайшее чувство вины. Незадолго до поездки она посралась с родными из-за какой-то глупости и осталась дома, потеряв шанс присмотреть за сестрой. Родители молчат как партизаны. Полиция приехала, делает пару фоток, жмет руки, вешает плакат о пропаже и сваливает в закат. Поняв, что помощи ждать неоткуда, а по ночам ее уже пожирают кошмары о Хлое, Харли собирает вещи и в соло отправляется покататься на чертовом колесе. Путь к парку пролегает через лесную чащу. Кстати, разраб молодец, был унылый 2-минутный туннель, но он прислушался к фидбэку и заменил его на живописную тропу, то сразу дает плюс к атмосфере. Оказавшись внутри Pebbles Wonderland, Харли понимает, что все эти марионетки, куклы и щелкунчики Уоллеса Рифа ожили и жаждут крови. Игра делает вид, что у нас тут классическая сушка. Мы шаримся по парку, сливаем воду в тоннеле любви, катаемся на колесе обозрения, решаем несложные головоломки, кидываем лут в безразмерный ящик и отбиваемся от картонных мутил с помощью дробовика. По пути периодически нас будет кошмарить всю игру клоун на ножницы. Косплей Мистера Икс.
Чтобы добраться до сестры, Харли предстоит зачистить парк от 4 местных боссов — заправил, которые периодически воплощают проклятие этого места. Royal Armor — гигантский рыцарь на нижнем этаже замка, который призывает огонь. Сюрреалистично, весело, но ни разу не смешно. Зачистив этого рыцаря, Харли прорывается вглубь парка и находим сестру. Вот сказочки конец, ладно. Ну а теперь пора сваливать. Пусть лежит через еще 3 боссов. Щелкунчики — абсолютная кринжа. Просто ледовая арена, а они прут пачками. Даем им по орехам, разваливаем и сваливаем. Lungs and Legs. Пожалуй, самая интересная гадина. Мы сначала распиливаем эту тварь пополам, а затем она оживает и приходится одновременно мансить от 2 кусков босса. Завалив 3 из них, нам открывается запертый до этого лифт. Мы попадаем на финальный босс-файт. Pebble. Собственно, главный сталкер всей игры, тот самый клоун-ножницы. Ему вообще плевать на твои пули. Чтобы его загасить, приходится раздобыть огнемет. Ну а дальше сюжет просто обрывается. Мы убили боссов, но игра даже не пытается дать нам нормального катарсиса или ответить на вопросы о судьбе героинь. Они просто стоят и ждут автобуса. Буквально. Лор так и остается на уровне раскиданных записок. Поправочка. 5, сука, записок. 4 можно найти на локации, а последнюю в запертой комнате можно открыть, выбив за прохождение ранг S. И давайте на этом моменте плавно перейдем к геймплею. Как я говорил в начале, по итогам фидбэка разработчик переработал баланс и выдал вдвое меньше патронов. Бля, я даже представить не могу, что это был за Max Payne 4. Добравшись из закусочной до парка, не встретив ни одной пакости, уже имел дробовик, так как его выдают прямо сразу первым оружием при входе в парк, и в кармане было 10 патронов. Рядовыми чудищами выступает злостная вариация Алисы, которая бахнула растезелье со зверином. Ну, еще иногда бывает прыгающее железное дело. Живите с этим. И вот когда я встретил первого представителя этой фауны, я завалил ее с одного выстрела в упор. Да, круто, что дробаш имеет разброс в такой бюджетной игре. Но дробаш, нахера? Знаете, какое оружие вы находите вторым? Пистолет. Ну или револьвер, похрен, не канал про оружие. И надо четко 3 патрона, чтобы завалить гадину. За убийство вам выдают монетки типа жетоны, которые надо использовать в автоматах предсказателей будущего. Например, для сохранения. Круто? Круто! Да это ж круто! Вот только за убийство дают 3 монеты, а за сейв берется 1. А еще в автомате можно покупать патроны. Они, конечно же, кончаются, но очень быстро обновляются. Потратить невозможно. Затем выдают винтовку с оптическим прицелом. А затем и вовсе УЗИ с глушаком. Это вообще имба. И в итоге дефицита патронов не было. Чистый тир, гуляй на всю котлету. Уязвимость не чувствуется вовсе, потому что есть ощущение, что обитатели парка обнесли склад Амбреллы с их целебным спреем, и он лежит чуть ли не в каждом углу. При этом откиснуть можно, при некоторых условиях. Я умудрился это сделать 2 раза за прохождение игры. Вот только цена ошибки минимальная. Автоматы щедро разбросаны по локациям. Ходу до них меньше минуты, все вокруг зачищено. Разве что этот клоун на ножках появиться может. И тут почувствуйте атмосферу. Играет тревожная музыка. И мы такие... Ляськи-масяськи! Не догонишь! Выходим нахер из локации. Заходим заново, уже все, никого нет. Головоломки в сравнении с той же недавней Subversive Memories. По ней, кстати, большой ролик в производстве, так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Просто смешные. А блокнот, только письки в нем рисовать, не пригодился ни разу. Локации — норм, битвы с боссами — неплохо в целом. Бывают даже интересные моменты. Например, посмотрите финальный босс-файт.
И по окончанию есть ранги за прохождение. Я выбил городу S. Типа C. Типа C. Перепроходить не буду. Потому что по выбиванию ранга S откроется одна дверь в начале, в которой лежит записка, сообщающая, куда растворился Уоллес. Уехал строить свой Падал Сити только без спиритизма, иначе инвесторы денег не дадут. И костюмчики накинули. Но вот атмосфера, да, давайте поговорим о ней. Ее нет. И правда нет. Это вообще не цепляет ни как хоррор, ни как survival. Музыка, кстати, местами неплохая, но это все, что можно сказать. Так что давайте переходить к заключению. Вот ты скажешь, что ты прикопался? Один разработчик, игра и стоит свои 5 евро. А я отвечу, да, прикопался. Цена тут ни при чем. Я покупал сушку, а получил крендель. Игра мне не подарила тех эмоций, которые я от нее ожидал. Баланс похерен, атмосферы нет, геймплей сойдет. Но я дропнул игру на отрезке 2 часа 15 минут. Открыл YouTube, увидел прохождение на стриме у какого-то чела, понял, мне осталось 15 минут, открыл и допрошел. И все же я не могу назвать ее прям плохой. Не мякиш, ниже среднего, поэтому я оцениваю эту сушку как размокшую. Сказать тут больше нечего. А на этом у меня все. Если понравилось видео, жми лайк, подписывайся на канал, если хочешь видеть больше проектов этого жанра. Как я уже упоминал, сейчас в стадии активного производства большой разбор по творению бразильского разработчика крайне необычного осветления жанра survival horror. А в комментариях напиши, как давно бывал в цирке. Увидимся, выжившие.